Привет всем, мои дорогие подписчики, гости моего канала, с вами Нером. Сегодня у нас будет долгожданное видео по рубрике «Бесплатная сборка». Сегодня мы поможем моему подписчику и соберем ему компьютер. В общем, ребят, сегодняшняя сборка будет на базе Ryzen 3600, материнской платы от компании MSI, это B450A Pro. Да, некоторые из вас сейчас с трудом ее могут раздобыть, потому что материнская плата довольно-таки редкая, но она очень хорошая. И в этой сборке у нас будет еще видеокарточка 2060 Super от компании Aorus с 3 вентиляторами на 8 гигабайт. Приступаем к сборке. Начинаем. А перед началом просмотра будет небольшая рекламная пауза. Спонсор сегодняшнего видео — магазин электронных ключей GVGmail.com. В данном магазине вы можете купить разнообразные ключи от компьютерных игр, программ. Тут продаются UEM-ключи от Microsoft Windows. Важно, ребята, если вы покупаете UEM-ключи, то в принципе их можно использовать дома. Но, к примеру, в офисах, где-то на работе я бы уже их не использовал. Почему? Потому что UEM-ключи — это не лицензия, это ключи разработчика, которые продаются Microsoft для каких-то предприятий. И потом уже с ноутбуками, с техникой с какой-то они вам уже продаются. То есть перед тем, как использовать эти ключи где-то в офисе, 100 раз подумайте. Так вообще делать не рекомендуется. Ребят, доход с этой рекламы пойдет на развитие канала и на разнообразные благотворительные сборки. Кто не в курсе, я на своем канале помогаю своим подписчикам. У меня есть благотворительные рубрики, у меня есть такая рубрика, как рубрика ПК в дар. У меня есть такая рубрика, как бесплатная сборка. Ну и в общем, вот этот доход с этой рекламы, он будет тем или иным способом использоваться для развития нашего канала. Поэтому еще раз говорю большое спасибо, что вы лояльно относитесь к такой рекламе. Ну и мы приступаем к ролику. Как вы поняли, процессор в данной сборке у нас будет это Ryzen 3600. Данный процессор я считаю довольно-таки неплохим решением для среднебюджетных сборок, потому что, во-первых, он стоит недорого, особенно если его покупать за границей, и в принципе он довольно-таки хороший. То есть если сравнивать с старыми Ryzen'ами, с 1600, с 2600, данный процессор будет прилично лучше их, показывать себя в игровых всяких процессах и так далее. Также он и в технических задачах лучше себя проявляет, в монтаже, в рендеринге и так далее. То есть данный процессор можно использовать спокойно как и для игр, так и для работы. И там он себя хорошо показывает. Материнская плата в этой сборке будет от компании MSI, это B450A Pro. Как по мне, это одна из лучших материнских плат по соотношению цена-качество. У данной материнской платы VRM в один такой же, как Tomahawk. Она единственное, чем отличается от Tomahawk, тем, что тут более маленькие радиаторы. Но в целом для 3600 и 3700 Ryzen данной материнской платы за глаза. Я бы, конечно, сюда 3900 уже не вставлял, но вот для этих двух процессоров это, в принципе, материнская плата очень оптимальна. Если вы ее можете где-нибудь купить, если она есть в вашем магазине, то можете смело ее брать. Она очень хорошая. У нее 6 линий питания, по факту и 6 фаз питания, то есть тут у нас нету даблеров. 4 фазы у нас идет на питание процессора и 2 фазы идет на питание сок. В верхнем плече у нас стоит MOSFET 4C029N на 46 ампер, в нижнем плече 4C024N на 78 ампер. В качестве контроллера тут используется RT8894A. В качестве оперативной памяти у нас тут будет использоваться оперативная память от Predator с частотой 3600. Данная оперативная память для сборки покупалась, скажем так, прилично давно, и сборка собиралась месяца 3 с лишним назад, а не сейчас. На тот момент эта память была, скажем так, достаточно оптимальным вариантом для Ryzen'ов, потому что она хорошо настраивалась, более-менее гналась и так далее. А сейчас скажу так вам, что новые ревизии этой памяти очень-очень стали плохо гнаться. Как я предполагаю, то сейчас чипы памяти немножко ухудшились, и из-за этого, скажем так, с ними стали возникать кое-какие проблемы на Ryzen'ах. Такая похожая ситуация раньше была с Patriot Viper. Как вы знаете, были Patriot Viper, которые хорошо гнались на Ryzen'ах. Там были чипы от Samsung. Они встречались с Patriot Viper с частотой 3000, 3200, то есть в бюджетной памяти, которая стоила недорого. Сейчас такой памяти нету. И с теми же самыми маркировками продается память, по сути, совершенно другая. То есть название и номер идентификационный остался один и тот же, как ни странно. А чипы стали совершенно другие.
То есть были отличные чипы, а сейчас какая-то отбраковка, которая ни хрена не гонится. Поэтому, ребята, для тех, кто покупает, скажем так, одну планку и надеется через полгода купить еще одну планку в точно такую, я хочу вас расстроить. Это сделать сейчас в нынешних реалиях крайне сложно. Лучше сразу брать память комплектом, потому что когда вы берете вот так память в разнобой, вы можете очень сильно ошибиться. У вас будет одна память с одними чипами, другая с другими чипами, а маркировка будет у них одна и та же. Ну, как бы вам это не поможет. То есть все будет достаточно нестабильно работать. Поэтому, ребята, покупайте память сразу, желательно комплектом. В общем, с этой памятью нам более-менее повезло. Она лучше, чем нынешняя ревизия. Нынешние ревизии, они вообще очень часто выдают ошибки, всякие непонятные. И очень-очень трудно гонятся. Поэтому, ребята, сейчас я вам предаторы брать не рекомендую. Если выбирать сейчас память, то лучше брать либо вот эти новые чипы от Micron, либо, скажем так, память от G-Skill какую-нибудь хорошую, топовую на чипах BDI. Либо так, либо сяк, но вот эти планки от Predator и планки от Patriot Viper я брать вам не советую. Это деньги на ветер. В качестве видеокарты тут у нас будет 2060 Super от компании Aorus с 8 гигабайтами на борту. Карточка, по сути, мне понравилась. В плане охлаждения она обалденная. То есть тут стоит большая система, такая охладительная, с 3 вентиляторами. Радиаторы тут крайне массивные. То есть в этом плане все хорошо. Тут охлаждаются как и чипы памяти, так и GPU, так и VRM. То есть все обалденно. Температура у карты тоже очень низкие. Также хочу отметить, что у этой карты 12 линий питания. Это очень жирно и очень круто для 2060 Super. Потому что обычно на 2060 Super ставят систему, скажем так, ну, в раза два послабее в плане VRM. Вот эта система с 12 линией питания, мне кажется, избыточная, и переплачивать за это деньги особо я не вижу смысла. Также у этой карты хочу отметить очень красивую подсветку. Эта подсветка может изменять цвет в зависимости от температуры, мигать, мерцать. В общем, она достаточно красивая. Ребят, я хочу сказать сразу, что это последнее на то, что я смотрю, когда покупаю карту. В первую очередь я смотрю на VRM, на то, какое охлаждение и так далее. То есть, а на подсветку я смотрю в последнюю очередь. Для меня это очень, скажем так, малозначимая часть в карте, когда я выбираю видеокарту. Вот, просто видите, подписчик очень настоял на покупке именно этой карты. Он захотел красивый компьютер а-ля елочку. Поэтому мы взяли именно вот эту карточку. А так я считаю, что лучше вообще взять простую какую-нибудь 2060. Еще раз хочу повторить, что обычный 2060 Super с 3 вертушками от Gigabyte для меня по соотношению цена-качество намного лучше, чем эта карточка. То есть переплачивать за такую карту особого смысла я не вижу. Благо мы эту карту заказывали из Германии, с Computer Universe. И на тот момент у нее была достаточно хорошая цена. Ну, скажем так, она сейчас продается значительно по более большой цене, чем тогда 3 месяца назад. Нам повезло своего рода. В качестве охлаждения в данной сборке у нас будет использоваться полукастомная система от компании AlphaCool. AlphaCool, кто не в курсе, это OEM-производитель СВОшек, то есть водянок в народе. То есть они сами все производят. Если вы не знаете, то многие компании на самом деле водянки сами не производят и обращаются к таким OEM-производителям, как AlphaCool. AlphaCool делает достаточно качественные водянки. Именно вот эту водянку, которую мы взяли, это Iceberg. В общем, 240, не придирайтесь к моему английскому. В этой водянке у нас все медное, у нас медный радиатор, основание помпы тоже медное. В этом плане тут все очень хорошо. Также хочу отметить, что тут довольно-таки крутая помпа стоит для водянок такого типа, потому что обычно вот в такие водянки готовые полукастомные ставят помпы чуть-чуть попроще. Там, от 2000 до 2400 по оборотам. Тут у нас помпа с мощностью 4 Вт, максимальные обороты у нас тут 2600. И она в час может прокачивать до 70 литров. То есть для полукастомной системы, вот такой полуготового типа, это очень-очень хороший результат. То есть она в этом плане обалденная. Температура с этой водянкой тоже довольно-таки неплохие получается. То есть она лучше, чем какое-нибудь там воздушное охлаждение и так далее. В плане охлаждения, по сути, эта водянка для данной сборки, она опять же избыточна, если так итоги подводить. Но подписчик хотел и видеокарту, скажем так, красивую, как я ранее вам говорил, ну и еще вот водянку. Изначально он хотел взять там Дишман водянку, но я его отговорил, потому что особого смысла в покупке Дишман водянок
я не вижу. Если брать вообще воду для компьютеров, то брать, скажем так, либо полукастом, либо собирать кастом. А что-то готовое, что нельзя обслуживать, я смысла брать не вижу вообще. То есть такие водянки могут присутствовать в моих сборках, но только в том случае, если, скажем так, мне их там бесплатно дадут и так далее. То есть, скажем так, выделят мне для обзора. Тогда я их могу использовать. А так, если я собираю сборки своим подписчикам, то я стараюсь сам такие водянки не брать. То есть либо полукастом, либо кастом, если вы хотите воду. По поводу накопителя твердотельного, который у нас тут будет в сборке, это NVMe накопитель от компании Kingston. Это Kingston A1000. Накопитель довольно-таки неплохой. В своих бюджетных сборках я использую либо его, либо P1 от Crucial. Что-то более крутое и дорогое я стараюсь свои бюджетные сборки, среднебюджетные, не покупать. В качестве блока питания в данной сборке у нас будет бронзовый блок питания от компании Seasonic. Это Seasonic S12 на 620 Вт. Блок питания очень хороший, имеет бронзовую сертификацию. У него внутри стоит японская начинка. В качестве главного конденсатора тут у нас стоит Nippon Chemicon. И это очень круто, потому что в основном в блоке питания бюджетные ставят либо Тяпа, либо Тайкон, и очень часто ставят вообще no-name конденсаторы, то есть фиг пойми какие. Тут, в общем, в этом блоке питания no-name конденсаторов нету, то есть тут с этим все в порядке. У нас главный конденсатор — это Nippon Chemicon на 400 вольт, тут у него номинал 560 микрофарад, то есть за счет этого он может, в принципе, спокойно все просадки по напряжению сглаживать. Этот блок питания имеет узел активной коррекции, он может работать при напряжении 100 вольт и 240 вольт. Тоже плюс данного блока питания, что он может работать как и за рубежом, так как и в России, то есть он универсален. Построен данный блок питания по принципу групповой стабилизации. С учетом того, что мы его заказывали с Германии, этот блок питания в Германии стоит считанные копейки. Это очень оптимальный вариант, то есть за эти деньги этот блок питания неплохой. Но если вы будете тут покупать в России данный блок питания, то за, скажем так, 5-6 тысяч, это плюс-минус столько, сколько он тут стоит, блок питания с групповой стабилизацией лучше не брать, а взять что-то посовременнее. Но за 3000, за те деньги, что он стоит в Германии, это один из самых оптимальных вариантов. У него низкие пульсации, низкие шумы, тут стоит фильтр от помех. Для охлаждения силовых элементов тут у нас используются два радиатора. В качестве диодной сборки тут у нас используется ГБУ 806. Номинал у данного блока питания, как я говорил ранее, 620 Вт, но по факту на 12 вольтовой линии он выдает только 576. Для бронзового блока питания это, в принципе, за глаза. У нас тут есть три защиты, это OVP, СКП и ОПП. Всех защит у нас тут нет, как вы понимаете, но в бюджетные блоки питания очень редко все защиты как бы закладывают, поэтому ничего страшного. UVP защита — это от пониженного напряжения в сети, но она тут не особо нужна, потому что у нас тут конденсатор как бы мощный, с хорошим номиналом, поэтому все просадки он сглаживает. OVP — это защита от повышенного напряжения в сети, она тут есть. СКП — это защита от коротких замыканий, она тут есть. ОПП — это защита от перегрузки, и она тоже есть. ОКП — это защита от перегрузки любого из выходов блока питания по отдельности, тут такой защиты нету. И ОТП — это защита от перегрева, тут защиты такой нету. А корпус в данную сборку я взял от компании Cooler Master, это Q500L. Данный корпус довольно-таки неплохой тем, что он маленький, компактный, то есть если вы хотите собрать какой-то миниатюрный компьютер с небольшими габаритами, это один из лучших вариантов, который вы можете взять. Во-первых, ребят, смотрите, сюда можно запихнуть большую материнскую плату, полукастомное вот такое охлаждение, то есть оно сюда нормально вставляется. Видеокарта у нас тут не маленькая, которая тут у нас стоит. У нее достаточно большая длина у этой карточки, она длинная, большая, громоздкая, и она без каких-либо проблем сюда встала. То есть, видите, корпус этот хоть и маленький, но в него все вмещается. Поэтому я считаю вариант довольно-таки неплохой. Единственный минус данного корпуса — это то, что тут акриловое стекло. Но, опять же, этот корпус стоит копейки, он недорогой, и в отличие от своего младшего собрата, в него все нормально вставляется, нет проблем с винтиками, то есть все нормально закручивается. У младшего собрата была проблема, туда ни пассатижами ничего не закручивалось, ни насадкой, которая шла в комплекте, тоже ничего не закручивалось. То есть я пробовал и так, и у меня никак ничего не выходило. И это, конечно же, косяк вот этого младшего корпуса, хотя, может быть, и брак какой-то попался как вариант, потому что ни отверткой, ни пассатижем, и никак. То есть там были проблемы с отверстиями. Тут таких проблем нету, то есть тут и отверткой, и пассатижем, и так хотите хоть голыми руками. Вкручивайте эти стойки под материнку, все нормально
закручивается. Ладно, ребята, давайте приступим к игровым тестам. Игровые тесты я провел в разрешении Full HD и Quad HD. В общем, приступаем. Первая игра на тесте у нас это танки. В танках у нас при разрешении Full HD минимальный FPS 160, средний 182, максимальный 199. При разрешении Quad HD минимальный 105, средний 123, максимальный 143. Ребята, хочу сказать, что во всех играх я выкрутил самые максимальные настройки. То есть все, что можно было, сглаживание и так далее, все я выкрутил на максимум. Также тут у нас включен HD клиент. Следующая игра на тесте это Ведьмак 3. В Ведьмаке 3 у нас минимальный FPS при Full HD 89, средний 101, максимальный 125. При разрешении Quad HD минимальный 67, средний 83, максимальный 96. Теперь, ребят, PUBG при Full HD у нас минимальный FPS 79, средний 112, максимальный 166. При Quad HD минимальный 79, максимальный 111, средний 91. Теперь, ребят, тесты Metro Exodus. Metro Exodus тоже проводил тесты в разрешении как Quad HD, так и Full HD под землей и над землей. Первый тест у нас Full HD под землей, минимальный 74, средний 98, максимальный 136. На поверхности у нас средний FPS 65, минимальный 50, максимальный 94. Теперь разрешение Quad HD, тест под землей. Минимальный FPS 73, средний 82, максимальный 116 на поверхности. Средний FPS 54, минимальный 48, максимальный 66. Теперь игра Far Cry 5. При разрешении Full HD минимальный FPS 87, средний 113, максимальный 144. При разрешении Quad HD минимальный FPS 77, средний 92, максимальный 104. Теперь, ребята, Tomb Raider новый. Тут у нас самые высокие настройки, не кастомные, то есть автоматические. При разрешении Full HD средний FPS 104 было отрисовано 16325 кадров. При разрешении Quad HD средний FPS 74 было отрисовано 11741 кадров. Следующая игра это Tomb Raider обычный у нас. Тут у нас тесты проводились как с кастомными настройками, так и с обычными самыми высокими. Начнем с самых обычных, самых высоких настроек, которые автоматические. При разрешении Full HD у нас минимальный FPS 42, максимальный 223, средний FPS 162. В Сирии средний FPS 126, минимальный 49, максимальный 152. В Геотермальной долине средний FPS 116, минимальный 49, максимальный 142. Общий показатель 135 кадров в среднем. Теперь, ребята, разрешение Quad HD, самые высокие настройки не кастомные. Средний FPS 114, минимальный 31, максимальный 192. В Сирии средний FPS 92, минимальный 45, максимальный 120. В Геотермальной долине средний FPS 90, минимальный 74, максимальный 105. Общий показатель 99 кадров в среднем. Теперь, ребят, кастомные настройки, все выкручено на максимум, даже то, что обычно вы не выкручиваете. То есть сглаживание там на максимум и так далее. То есть все, что можно было, вообще все выкручено прямо в упор. При разрешении Full HD вершина горы минимальный FPS 46, максимальный 121, средний 84. В Сирии средний FPS 59, минимальный 40, максимальный 77. В Геотермальной долине средний FPS 58, минимальный 43, максимальный 71. Общий показатель 67 кадров в среднем. Теперь разрешение Quad HD, все выкручено на максимум, кастомные настройки, вершины горы средний FPS 54, минимальный 30, максимальный 90. В Сирии средний 37, минимальный 27, максимальный 41. В Геотермальной долине средний FPS 36, минимальный 29, максимальный 46. Общий показатель 42 кадра в среднем. Ребят, спасибо, что посмотрели данное видео. Надеюсь, вам понравилось. Если оно вам понравилось, то обязательно ставьте вот такие большие жирные лайки. Можете подписаться на мой канал. Если вы хотите помочь моему каналу, то можете сделать куда-нибудь репост, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники и так далее. Когда вы делаете репосты, пишите комментарии, это очень-очень сильно помогает продвигать мое видео в похожие, рекомендованные и так далее. За это вам, ребят, отдельное спасибо. Ну и что там? Ребят, до новых встреч, пока всем, не пропадайте.